полипропиленовая настойка на карбоне, ребята. Пробовали такое? Сегодня будем. Парадигм, друзья мои. Я уже снимал как-то самый топовый парадигм, который называется, линейка называется Persona. Посмотрите, на канале у меня есть видео. Ссылку не осилю дать в описании, потому что в конце концов мы тут что, телефоны обозреваем? Нет, и никаких вот этих вот поблажек. Пожалуйста, вбиваем в поиск. Так вот, это вот Paradigm Premier 800F. Топовый напольник в новой линейке Premier. Ну как, она не очень новая, но новая для нашего канала. И это сейчас, считай, самый доступный, полностью труевый парадигм, который при этом стоит ровно в 10 раз дешевле, чем та самая топовая Persona. Кстати, не буду говорить сейчас цену, чтобы вдруг вы не выключили видео. Начинайте гуглить ее прямо сейчас в соседнем окошке. Ну и сразу скажу, что на самом деле главная фишка этого самого премьера в том, что он визуально с расстояния 1,5 метра вообще неотличим от той самой персоны, которая стоит на порядок дороже. И выглядит, кстати говоря, на мой взгляд, очень хорошо. Знаете как, есть несколько стилей акустики. Есть такая типа ретруха в жанре моего Таноя, да. Есть типа дизайнерская акустика, ну это Sonus Faber со всякими такими финтифлюшками, деревяшечками, струночками и тому подобным. А есть как бы такая технологичная хай-тековская акустика. И вот это она, конечно. Потому что ты смотришь сразу такой думаешь, блин, ох, что-то тут, что-то так она выглядит странно, как-то так заморочено, как-то все так очень, знаете, аэродинамично, то есть прям ты думаешь, блин, а это что-то дико передовое. Вот такое создает она ощущение, когда бросаешь на нее взгляд. Если говорить про технологии, то начну с того, с чего я начал. Собственно говоря, значит, карбоновая настойка, нет, подождите, полипропиленовая настойка на карбоне. Значит, фишка в том, что диффузоры драйверов здесь сделаны из полипропилена с добавлением карбона. Но как именно он добавлен, да? Знаете же, вот как я весь этот маркетинг люблю и обожаю. Ну, обычно как пишут там, армирован карбоном, усилен карбоном, еще что-нибудь. Значит, здесь ребята придумали слово carbon fused. И тут, конечно, я не могу не удержаться от литературного перевода, потому что, ну, carbon fused, fused это как раз-таки вот можно перевести как настоян на карбоне. То есть это полипропиленовый диффузор, который настоян на карбоне. Ребята, да это же карбоновый дистиллят. Всем по рюмке карбоновки в этом чате прямо сейчас. Да, но карбоновка здесь работает не одна. Здесь еще есть, так, сейчас, как это правильно... Фазовыравнивающая линза. Вот она, да, вот эта вот фрактальная решетка. Она абсолютно идентична. Она закрывает среднечастотный диффузор. И она абсолютно идентична такой же в, опять же, линейке Persona, которая стоит в 10 раз дороже. Вот прям один в один, вплоть до расположения вот этих вот фрактальных отверстий. Но только там, конечно, смысл был в том, что там же, вы помните, все драйверы, все диффузоры были сделаны из бериллия. А бериллий такая штука, что ее нужно обязательно защищать от внешнего воздействия. Соответственно, там эти решетки были несъемные, они работали. Ну да, наверное, тоже здесь есть какая-то акустическая, какой-то акустический эффект от такого вот линзирования. Некое рассеивание излучения. Но глобально смысл в том, чтобы защитить диффузор. Здесь, конечно, защищать ничего не надо. Тем не менее, вот эта вот решеточка, она осталась точно такой же. И, конечно, с точки зрения, на самом деле, простого потребителя, там, меня или вас, блин, выглядит просто очень понтово. То есть какая-то такая прям дико крутая, какая-то невероятно космическая технологическая штуковина. Поэтому, да, тоже, пожалуйста, ваши денежки за нее отдайте. Басовики тоже имеют схожую конструкцию с теми, которые используются в топовой линейке. Тут тоже есть вот этот самый инвертированный подвес, да, который, собственно говоря, выгибается не вот сюда вот наружу таким вот валиком, да, а туда внутрь. И, в принципе, суть абсолютно та же самая. Но выглядит в результате так, как будто бы у этого диффузора нет никакого подвеса. И опять же создает ощущение какой-то невероятной технологичности. Ну и, кстати говоря, возможно, она действительно более технологичная, чем традиционные подвесы динамиков. Твиттер, кстати говоря, тоже с этой самой фазово-выравнивающей линзой. Причем, опять же, если ты смотришь там с метра, то кажется, что вот в этом вот волноводике в нем прямо сразу находится купол Твиттера. Нет, нифига. На самом деле это, опять же, вот эта вот фазово-выравнивающая линза с фрактальными отверстиями. И уже только за ней алюминиевый купол с неодимовой магнитной системой. Так, погодите, я же ни слова не сказал о том, откуда есть пошел, собственно говоря, парадигма. Если кто-то вдруг не в курсе, это, ну, относительно старая, классическая, абсолютно канадская контора, которая делает акустику с 1982 аж года.
Вот. И главная фишка в том, что они стараются сохранить свое производство у себя. И, собственно говоря, у них есть самая младшая линейка, которая делается в Китае. А вот это вот, и еще сверху нее еще 3. И, собственно говоря, это следующее. То есть это самый доступный парадигм, который все-таки делается целиком и полностью в Канаде. Made in Canada. И, конечно, в 150 раз повторюсь, что ничего это не гарантирует. И то, что акустика сделана в Китае, сколько бы она ни стоила, это вовсе не значит, что она как-то хуже. Даже наоборот, в Китае, в принципе, есть варианты, когда она становится гораздо лучше сделана, чем акустика, сделанная там в Европе. Но в данном случае все равно Made in Canada, ну не знаю, вот меня тоже это почему-то греет. Ну типа, вот Made in Canada, блин, да, спасибо, хочу. Между тем еще по матчасти. Значит, здесь очень интересные характеристики. Ну, во-первых, кроссоверы второго порядка. Это 3 полосы, вполне классическая такая конструкция. И, значит, по стандартным измерениям в безэховой камере колонки играют от 43 Гц до 25 кГц. При этом приведена еще дополнительная характеристика низкочастотной отдачи в незаглушенном помещении, то есть в реальной жизни, в вашей комнате, где уже на 27 Гц отдача по басу становится абсолютно адекватной. Аналогичная история с чувствительностью. В безэховой камере 89 дБ, а в реальном помещении с реверберацией 92 дБ. При этом, например, твиттер и среднечастотник каждый работают в своем закрытом объеме, да, а басовики нагружены на один порт фазоинвертора, вот такой вот здоровенный, который выходит на заднюю панель колонки. Опять же, тут интересно, что когда ты, значит, его прощупываешь, оказывается, что он изнутри закрыт поролоновой заглушкой. Ну, не поролоновой, ну, каким-то, значит, этим самым пористым материалом. Причем закрыт плотно, прочно, то есть это не то, что эту заглушку можно вынуть или вставить, не как обычно. И несмотря на репутацию фирмы, типа, которая делает невероятно басовитые колонки, вот прям скажу, здесь нет никакого педалирования низкочастотного диапазона, что на самом деле удивительный сюрприз. И таким образом мы, кажется, с вами, друзья, переходим наконец к разговору о звуке. И тут я скажу прямо, что вот эта вот акустика, про которую трудно рассказывать. Знаете почему? Потому что очень редко такое бывает, но вот мы приходим, ставим эти колонки, включаем усилитель, включаем источник, запускаем музыку, и все, блин, играет, и все хорошо. Ну, то есть, все хорошо, какие вопросы, что тут говорить? Но если анализировать, тут есть интересные моменты, потому что, опять же, в этой весовой категории у Paradigm была линейка до этого под названием, по-моему, Prestige, которая существовала практически без изменений 4 года подряд. Это в 21 веке, вы понимаете, да? Довольно-таки срок. Вот. И тут эти колонки, они прям все другое. Потому что они действительно заимствуют все технологии из вот этой топовой серии Persona и визуально, и на самом деле, и на самом деле по факту. И с точки зрения звука, это тоже парадигм, который, ну... Я не знаю, насколько вы знакомы хорошо с парадигмом, но я уже давно в этой всей аудиоиндустрии, и есть у фирмы определенная репутация. Особенно в 90-е годы она сложилась, что парадигм делает колонки специально с таким акцентом на бас и верх, которые, ну вот, звучат отчетливо попсово, чтобы ну, как бы впечатлить неподготовленного слушателя. Типа парадигм, вау, прям долбит, цыкает, все хорошо. Вот эти звучат совершенно по-другому. Во-первых, эта акустика играет на удивление ровно. Более того, я бы сказал, что если и здесь и есть какие-то акценты, то скорее на середину. То есть она очень выразительная, очень проработанная, очень осязаемая. Прям вот гитара здесь просто, ну, дальше скажу. Но еще фишка в том, что даже может быть и какое-то вот ощущение, скорее теплый тон присутствует в подаче этих колонок, что чисто физиологически, например, мне очень приятно. То есть я их прям, почему я, собственно говоря, начал жаловаться, что трудно рассказывать, я их включил и сразу такой, блин, вот прям классно играет, вопросов нет, все, слушаем дальше, не обсуждаем. И понимаете, дело здесь в том, что вот они очень правильно сделаны именно с точки зрения, видимо, фазовой согласованности динамиков и именно с точки зрения отработки транзиентов, что, опять же, для меня, я считаю, самым важным, да, неважно, насколько они там глубоко по басу проходят и насколько высоко там по верху поднимаются, главное, чтобы вот эта самая физиологически для человеческого восприятия важная штука, передача импульса, чтобы она была отработана реалистично, это дико важно. И поэтому вот эта акустика выглядит супер как бы технологично, супер футуристично. Типа ты думаешь, ну я не знаю, что на них надо слушать там, типа какой-нибудь космический эмбиент. Нет, запускаешь там
запись великого гитариста Джима Холла, я не знаю, там, 69-го года. И, блин, насколько гитара из этих колонок звучит живо, тепло, трепетно. Вот, да, зараза, а это парадигм. Так что меня здесь на самом деле поразило, это вот эта самая естественность игры и ее универсальность. Опять же, Мэрилин Мэнсон, пожалуйста, Джим Холл, пожалуйста, Лана Дель Рей, пожалуйста, джаз, Курензис, без вопросов. Масштаб академического произведения эта штука выдаст. Единственное, что, чтобы она это выдала, все-таки я бы не стал здесь погружаться в эксперименты с усилением. Этим штукам нужен хороший, мощный, энерговооруженный транзистор. Я бы сказал так, что классический какой-нибудь усилитель от 100 Вт, 100-150 будет хорошо, с вот таким вот торчиком, чтобы там не было вопросов с хорошими банками кондеров, чтобы не было вопросов с прокачкой. И тогда они выдадут тебе и микродинамику, и макродинамику, и на низком уровне громкости будут отлично играть, и соседей тоже можно напрячь. Ну не надо, ребята, нет. Ну иногда разве что. Так. Ребят, ну а что вообще, самогонщики есть у нас тут в чате? Что, карбоновку слабо замутить, а? Как это будет на вкус? А ну-ка!